Вика сидела за кухонным столом, глядя на 2 полоски теста. Руки дрожали, а сердце колотилось так сильно, что казалось, оно сейчас вырвется из груди. Она ждала этого момента, но не думала, что он наступит так скоро. 3 года с Ромой, 3 года любви, ссор, примирений и обещаний. Он был не идеальным, но ее человеком. Она верила в это. «Рома», — позвала она тихо, когда он вошел в их маленькую съемную квартиру с пакетом продуктов. «Нам надо поговорить». Он бросил взгляд на нее, небрежно кивая, пока ставил пакет на стол. «Что опять? Ты снова про ремонт?» «Я же сказал, сейчас денег нет». «Нет, не про ремонт». Вика встала, сжимая тест в руке. «Я беременна». Он замер. Его лицо, обычно такое открытое и теплое, стало каменным. Рома молчал, глядя на нее, как на чужую. «Ты серьезно?» Наконец выдавил он, но в голосе не было радости, только раздражение. «Да», — она попыталась улыбнуться, хотя внутри все сжималось от его реакции. «Я сама не ожидала, но... Это же наш ребенок, Рома. Мы справимся, правда?» Он отвернулся, провел рукой по волосам, будто пытаясь стряхнуть ее слова. «Справимся?» «Вика, ты вообще думаешь, о чем говоришь? У нас ни денег, ни времени на это. Ты уверена, что это... моё?» Она почувствовала, как пол уходит из-под ног. Его слова ударили, как пощечина. «Что значит «твоё»?» Голос дрогнул. «Рома, ты шутишь? Мы же вместе 3 года!» «А я что, слежу за тобой каждую минуту?» Он резко повернулся к ней, в глазах мелькнула злость. «Откуда я знаю, что ты там делала, пока я на работе пахал?» Вика открыла рот, но слова застряли. Это был не ее Рома. Не тот, кто шептал ей «ты моя навсегда» под звездами на крыше. Она сглотнула ком в горле. «Ты правда так думаешь обо мне?» — прошептала она. «Я думаю, что сейчас не время для этого», — отрезал он. «И если ты хочешь ребенка, то это твоя проблема. Я в этом не участвую». Прошли недели. Вика пыталась поговорить с ним снова, но Рома уходил от разговоров. Он стал холодным, отстраненным, будто она была не его девушкой, а случайной соседкой. Но она не сдавалась. Она любила его. И верила, что он просто боится, что со временем он примет их будущее. Беременность была тяжелой. Тошнота, усталость, бесконечные походы к врачу — все это Вика тащила на себе. Работала официанткой, пока ноги не начинали гудеть, а живот не стал заметен. Рома же все чаще пропадал по делам. Она замечала, как он прячет телефон, как избегает ее взгляда, но гнала эти мысли прочь. «Он просто в стрессе», — убеждала она себя. А потом пришло приглашение на семейный праздник. День рождения его матери. Вика не хотела идти, но Рома настоял. «Мама спрашивала про тебя. Неудобно, если ты не придешь», — сказал он сухо. Она согласилась. Надела свое лучшее платье, скрывающее уже округлившийся живот, и поехала с ним. В машине было тихо. Рома смотрел в окно, а Вика пыталась придумать, как сказать его семье о ребенке. Может, это их сблизит? Может, он увидит, как все радуются, и перестанет ее отталкивать? Дом его родителей был полон людей. Родственники, друзья, смех, запах шашлыков. Вика держалась рядом с Ромой, чувствуя себя чужой. Ее тошнило, но она улыбалась, стараясь не испортить вечер. «Рома, сынок, как дела у вас с Викой?» — спросила его мама, тетя Лена, подойдя с бокалом вина. «Вы такие красивые вместе. Пора бы уже о свадьбе подумать». Вика улыбнулась, надеясь, что Рома поддержит шутку. Но он вдруг напрягся. «Свадьба?» Он усмехнулся, но в голосе было что-то резкое. «Мам, ты серьезно?
У нас с Викой все не так просто». Вика посмотрела на него, не понимая. «Что ты имеешь в виду?» — тихо спросила она. Он повернулся к ней, и в его глазах она увидела холодное презрение. «А ты сама не хочешь рассказать?» — громко сказал он так, чтобы все вокруг услышали. Разговоры стихли, взгляды повернулись к ним. «Давай, Вика, скажи всем, что ты беременна, и что это якобы мой ребенок». Ее сердце замерло, в горле пересохло. «Рома, что ты делаешь?» — прошептала она, но он не остановился. «Что я делаю? А что ты делаешь?» «Придумала себе сказку, а теперь хочешь, чтобы я в нее поверил?» «Я не дурак, Вика. Это не мое. Ты сама знаешь, чье это». Тишина стала гробовой. Вика почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Все смотрели на нее. Тетя Лена с открытым ртом, его сестра с презрительной ухмылкой, дядя Саша с бокалом в руке, замерший в недоумении. «Рома, прекрати», — выдавила она. «Ты знаешь, что это неправда». «Неправда?» — он повысил голос. «А я должен верить тебе на слово. Ты думаешь, я не вижу, как ты крутишься вокруг других? Я не собираюсь воспитывать чужого ребенка, Вика. Хватит врать». «Сынок, что происходит?» Вмешалась тетя Лена, ее голос дрожал. «Вика, это правда. Ты беременна?» Вика посмотрела на нее, пытаясь найти слова. «Да, я беременна», — сказала она тихо. «И это ребенок Ромы. Я не знаю, почему он так говорит. Я никогда...» «О, конечно», — перебил Рома, театрально закатив глаза. «Ты не знаешь». «А я знаю. Я не собираюсь быть частью этого цирка. Мама, извини, что вечер испортился, но это не моя вина». Он развернулся и пошел к выходу, оставив Вику стоять посреди комнаты. Она чувствовала, как слезы жгут глаза, но не могла дать им волю. Все шептались, переглядывались, кто-то даже хмыкнул с осуждением. «Вика, как ты могла?» — сказала его сестра, Катя, подойдя ближе. «Зачем ты так с ним?» «Я ничего не сделала». Голос Вики сорвался. «Катя, ты же меня знаешь. Я люблю его. Это его ребенок. Любишь?» Катя скривила губы. «А он явно не хочет тебя видеть. Может, пора признать, что ты ошиблась?» Вика не ответила. Она повернулась и пошла к двери, слыша, как за спиной кто-то шепчет: «Бедный Рома! Какая наглость! Как она вообще посмела прийти?» Дома она рухнула на кровать и разрыдалась. Ее трясло. Она не понимала, как человек, которого она любила, которому доверяла, мог так с ней поступить. Почему он солгал? Почему унизил ее перед всеми? Она гладила живот, шепча: «Мы справимся, малыш. Я не дам ему сломать нас». Через неделю она узнала правду. Подруга с работы, Лиза, видела Рому в кафе с другой девушкой. Они смеялись, держались за руки. Лиза подошла ближе и услышала, как он говорит: «С Викой покончено. Она хотела привязать меня ребенком, но я не повелся». Девушка рядом с ним кивнула, улыбаясь. «Ты правильно сделал. Зачем тебе такая обуза?» Вика сидела, слушая Лизу, и чувствовала, как внутри все рушится. Он не просто не хотел ребенка. Он уже строил новую жизнь, пока она вынашивала их сына. Он предал ее не один раз, сначала отвергнув их будущее, а потом растоптав ее перед всеми. Месяцы шли. Вика родила мальчика, маленького, с темными глазами, как у Ромы. Она назвала его Мишей. Роды были сложными, но когда она впервые взяла его на руки, что-то внутри щелкнуло. «Ты моё всё», — прошептала она, целуя его лобик. Семья Ромы не звонила. Никто не извинился, не спросил, как дела. Ее имя стало для них синонимом позора. Вика осталась одна, с ребенком,
с маленькой зарплатой и с кучей счетов. Но она не сломалась. Однажды, гуляя с Мишей в парке, она встретила тетю Лену. Та остановилась, глядя на коляску. «Вика», — начала она, но замолчала, увидев мальчика. Его глаза, копия Ромы, говорили сами за себя. «Это Миша», — тихо сказала Вика. «Ваш внук». Тетя Лена сглотнула, ее лицо смягчилось. «Он похож», — прошептала она. «Вика, я не знала». Рома сказал, «Он солгал», — перебила Вика. «Но мне уже все равно. Я не хочу доказывать ему ничего. У меня есть Миша, и я живу ради него». Тетя Лена опустила глаза. «Прости нас», — сказала она тихо. «Я поговорю с ним». «Не надо», — Вика покачала головой. «Ему не нужен сын, а нам не нужен он». Она развернула коляску и пошла прочь, чувствуя, как слезы текут по щекам. Но это были не слезы боли, а слезы облегчения. Она больше не ждала Рому, не искала его любви. У нее был Миша, ее сила, ее сердце. Прошел год. Вика нашла новую работу в детском центре, где могла брать Мишу с собой. Она улыбалась чаще, хотя рана все еще ныла. Рома иногда мелькал в соцсетях с той девушкой, с дорогими машинами, с улыбкой, которой она когда-то доверяла. Но он больше не был ее миром. Однажды вечером, уложив Мишу спать, она села с чашкой чая и посмотрела на него, маленького, мирно сопящего. «Мы сделали это, малыш», — прошептала она. И впервые за долгое время почувствовала, что ее сердце, разбитое предательством, начало заживать. Уважаемые зрители, если вам понравилась эта история, пожалуйста, поддержите нас, поставьте лайк, это очень помогает. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски, и поделитесь своими мыслями в комментариях. Ваша поддержка вдохновляет нас рассказывать для вас еще больше интересных историй.